Сегодняшнее наше видео будет Окленд против Нью-Йорка. Начнем с небольшого лирического отступления. Я в Нью-Йорке была год назад. Я приехала сюда просто как турист на неделю, и мне безумно понравился этот город. Мне очень хотелось вернуться и, может быть, даже попробовать здесь пожить. И вот теперь, прожив здесь 3 месяца, я увидела его изнутри и могу сравнить с Оклендом. В чем-то, мне кажется, Нью-Йорк лучше, в чем-то Окленд лучше Нью-Йорка. Но если брать в общем, то я предпочитаю Окленд. Пока я еще не видела города, который бы мне понравился больше, или в котором мне бы хотелось жить больше, чем мне хочется жить в Окленде. Но давайте все по порядку. Итак, в чем же Нью-Йорк действительно лучше Окленда? Во-первых, это наличие метро. В Окленде нет метро, потому что у нас есть возможность сейсмической активности. Поэтому вам придется добираться либо на поездах, которые, кстати, не ходят на север города, либо на автобусах, которые ходят не так часто, как хотелось бы, либо на личном транспорте. Тогда как здесь есть метро, и это действительно спасает жизнь и экономит кучу времени, вы можете добраться по прямой из одной части города в другую, тогда как в Окленде все завязано на центр, и, скорее всего, куда бы вам не надо было ехать, вам всегда придется ехать в центр, чтобы пересаживаться на другой вид транспорта. Второе, в чем Нью-Йорк лучше Окленда, это возможности. Здесь больше крупных фирм, больше начинающих каких-то бизнесов, да и вообще здесь больше вакансий, больше работы. Поэтому, мне кажется, у вас будет здесь больше возможностей найти высокооплачиваемую работу, либо добиться чего-то, либо развить какую-то свою идею. Тогда как в Окленде мало чего происходит, как и во всей Новой Зеландии. У нас мало крупных фирм, и мы мало чего производим, пожалуй, помимо молока. Поэтому в Окленде нет таких больших возможностей, какие есть в Нью-Йорке. Третье, в чем Нью-Йорк лучше Окленда, это его структура. Тот, кто придумал построить город, стрит и авеню, и пронумеровать их, просто гений. Да, Нью-Йорк был спланирован с самого начала, весь Манхэттен, но в этом действительно его плюс. Вы тут никогда не заблудитесь, потому что все улицы пронумерованы, и если вы на 32-й, вам надо попасть на 42-ю, то вам просто нужно пройти 10 блоков. Тогда как в Окленде все улицы имеют свои какие-то, по большей части, маорийские названия, и помимо этого там нет такой структуры, как здесь. Там улицы виляют, или там они полукругом, или тупики, поэтому там гораздо проще заблудиться. Тогда как здесь, даже если у вас нет карты и вы никогда не были в Нью-Йорке, это все равно тут очень просто найти любое место, какое вам нужно, если вы знаете его адрес. Четвертое, в чем Нью-Йорк лучше Окленда, это то, что здесь все работает допоздна. Магазины работают до 10, кинотеатры работают и ночью, какие-то рестораны и кафе тоже работают ночью, если вам хочется вдруг покушать. Тогда как в Окленде все закрывается в 5, в выходные мало что открыто, потому что все люди, всем хочется отдыхать. Вот вы работаете до 5, и все остальные тоже работают до 5. И если вам нужно что-то, решайте все свои вопросы в рабочее время. И пятое, в чем Нью-Йорк лучше Окленда, то, что здесь больше всего происходит. Здесь можно найти всего, чего вам хочется. Окленд, как и вся Новая Зеландия, отдален от мира, поэтому туда мало чего завозят, и там меньше выбора, тогда как здесь можно найти любые услуги и любой товар, чего бы вам ни хотелось, вы все это можете найти в Нью-Йорке. И еще один пункт, который как бы нейтральный. Тут уж каждому свое, но в Нью-Йорке больше небоскребов. В Окленде у нас есть центр города, в котором есть небоскребы, но все остальное это спальные районы, где частные дома, парки, пляжи и так далее. Тогда как здесь везде, повсюду, во всем Нью-Йорке огромные высокоэтажные здания. Но это была цель — создать город без центра, то есть весь Нью-Йорк, у вас такое ощущение, что вы всегда находитесь в центре, от него никуда не скрыться, потому что он весь усыпан небоскребами. Теперь поговорим о том, в чем же Окленд лучше Нью-Йорка. Во-первых, отсутствие шума. В Нью-Йорке безумно шумно, и причем шумно постоянно, даже на выходных, даже ночью. В центре жить невозможно, потому что, во-первых, люди постоянно сигналят в машинах. Даже если они стоят в пробке, они постоянно сигналят. Даже если это выходной и, в принципе, им спешить некуда, они все равно постоянно сигналят. Кроме того, здесь очень много ездят скорых машин, пожарных, полицейских, они всегда с включенными сиренами. Здесь что-то постоянно строят. То есть шум повсюду и всегда, и от него никуда не скрыться, не бывает такого, чтобы здесь было тихо. Это, честно говоря, очень сильно напрягает. Хочется, чтобы было хоть немножечко тихо, хоть иногда. У меня уже, честно говоря, уши болят за эти 3 месяца, и мне так хочется вернуться, наконец, в Окленд и просто отдохнуть, потому что здесь вот этот вот шум, он просто не прекращается, и от него начинается головная боль.
Второе, в чем Окленд лучше Нью-Йорка, это то, что в Окленде чисто. В Нью-Йорке грязнее, здесь больше мусора, больше граффити, и помимо того здесь воняет из канализации, или в некоторых углах воняет как в туалете, потому что, видимо, люди ходят туда в туалет. В Окленде этого нет, в Окленде безумно чисто, за этим следят и как бы пытаются привить это всем жителям, то, что будьте чистыми, заботьтесь о своем городе. Тогда как здесь, мне кажется, может быть, потому что город такой большой, о нем так сильно не заботятся, но я заметила, что Нью-Йорк гораздо грязнее. И следующий пункт, в чем Окленд лучше Нью-Йорка, это то, что у нас нет такого огромного количества бомжей, тех этих попрошаек, бездомных людей и так далее. Здесь они на каждом шагу, и они постоянно просят деньги, постоянно дают о себе знать, и вообще контингент людей на улицах, которых ты видишь каждый день, как-то немножко напрягает. В Окленде, может быть, в центре будет там парочка людей, которые будут сидеть и просить там подаяние, но в основном там какая-то молодежь, которая играет на музыкальных инструментах, чтобы подзаработать, тогда как здесь бомжи просто повсюду, на каждом углу, и от них никуда не деться, и как-то из-за этого, следующий пункт, чувствуешь себя небезопасно. В Нью-Йорке я не чувствую себя защищенной, несмотря на то, что я знаю, что да, это один из самых безопасных мегаполисов в мире, тут много полиции, но все равно я не чувствую себя безопасно. Мне постоянно кажется, что кто-то может на меня напасть или ограбить меня, или, я не знаю, начнут они там стрелять, все-таки тут можно носить оружие. В Новой Зеландии нельзя носить оружие, даже полиция в Новой Зеландии не носит оружие, потому что страна настолько защищенная, что ни у кого даже не может возникнуть мысли, что что-то с вами такое случится, что вам придется защищаться. Следующее, что я заметила, что в Окленде дороги лучше. Во-первых, здесь качество дорог хуже. Во-вторых, они не такие ровные, ты как бы, когда едешь, постоянно прыгаешь на них. И помимо этого, здесь нет велосипедных дорожек. У нас в Окленде повсюду велосипедные дорожки. И это гораздо лучше в целях безопасности для велосипедистов и пешеходов, и водителей. Тогда как здесь велосипедисты на дорогах вместе с машинами, и они не соблюдают правил дорожного движения, едут просто, когда у них есть возможность. И помимо этого, здесь не так много специально отведенных линий для автобусов, то есть многие автобусы стоят в пробке с остальными машинами, тогда как в Окленде автобусы всегда ездят по отведенным для них линиям, и вы не будете стоять в пробке, если вы на общественном транспорте, вы быстренько доберетесь, куда вам нужно. И еще что я заметила, что люди в Нью-Йорке грубее, чем в Окленде. Может быть, если вы приедете из России, вам покажется, что здесь люди мега любезные. Но если сравнивать с Оклендом, то в Окленде они гораздо более открытые и искренние. Здесь эта вся любезность, она какая-то наигранная, то есть им нужно с вами вежливо поздороваться в магазине, но вы видите, что им это не приносит удовольствия, тогда как в Окленде люди действительно добродушнее. Еще в чем Окленд лучше Нью-Йорка? В том, что у нас больше парков, у нас больше деревьев, растений, все вокруг зеленое, и глаз радуется, когда ты смотришь на город, тогда как здесь повсюду только бетон, серо-коричневое, и есть вот этот вот центральный парк, который они оставили, чтобы не застроить, но все остальное это просто здание. Еще чем мне Окленд нравится больше, то что там пытаются тебе привить чувство общины. Может быть, потому что Новая Зеландия страна с небольшим количеством населения, и все живут друг с другом как в семье, или как соседи и друзья, и ты как бы чувствуешь себя частью чего-то важного, то есть как бы твои поступки важны для страны, они важны для города, и поэтому всегда там есть лозунги, то, что будет там чистым Киви, или заботься о своем городе, потому что мы все здесь живем рядышком друг с другом, тогда как здесь каждый сам за себя, и нет этого чувства сплоченности. И еще два, так сказать, бонусных пункта, которые относятся скорее к США, нежели к Нью-Йорку в частности. Но, во-первых, система чаевых, которая мне очень не нравится. Честно говоря, она и американцам не нравится, но она существует, вам всегда нужно платить больше, чем оно того стоит, потому что зарплата у них маленькая, и они рассчитывают на чаевые. И второе, это то, что здесь все указано без налогов, и это очень неудобно, потому что где-то налог 7%, где-то 10%, где-то его нет в магазинах, поэтому вы никогда не знаете, сколько вам придется платить в конце, и если у вас есть только определенная сумма денег, которую вы можете потратить, то я даже не знаю, как вам быть, потому что та цена, которая написана, это не окончательная, потом еще будет добавляться налог, и вы никогда не знаете, сколько на самом деле оно будет стоить.
Ну вот, пожалуй, и все. Мое сравнение Окленда и Нью-Йорка. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, вы были в Окленде или в Нью-Йорке, и у вас есть какие-то мысли. И спасибо вам большое, что смотрите. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!